Всем привет! Вы на канале iModelist, и с вами я, Виталий Новиков. А смотрите, какой редкий и дорогой экземпляр я нашел. Это модель МКС Международной космической станции в 144 масштабе. Производитель – немецкая фирма Revell. Дата выпуска – 2000 год. На данный момент уже не выпускается. Конечно, вид сейчас у набора прям удручающий. Смогу я ее собрать или нет, не знаю. Но обязательно попробую. Внутри этой пережившей поколение коробки находится инструкция, которую я нашел на просторах интернета, распечатал и положил, и много-много литников с деталями. Есть еще и трубки разной длины и профиля. Первый литник – это литник с подставкой. Или даже по-другому – подставка с литником. Есть такой кругляшок посередине. Это наша прекрасная планета Земля. В наборе декали я не нашел. В инструкции про них также ничего не написано. Поэтому планету предполагается красить самому. Как, непонятно. Но есть такие шершавые выпуклости, имитирующие континенты. Только подставку посмотрел, а мотивация моя и пыл поубавились. Космическая станция состоит из модулей, ферм, да и солнечных батарей в основном. Никогда глубоко не увлекался космосом. Теперь, видимо, придется почитать о ней, поизучать. Это интересно, и мотивация, и пыл мои снова выросли. На данном литнике есть фигурки космонавтов в скафандрах в открытом космосе. Прикольные такие. Есть также модули. Какие это модули, я пока не знаю, но обязательно узнаю. Видимо, причем скоро. Два одинаковых литника с фермами. Серебряный цвет литника меня уже напугал. Почему, спросите вы? Потом расскажу и покажу, но чуть попозже. По моему опыту, фирма Revell выпускает довольно-таки простые модели по сборке. Я имею в виду наборы с небольшим количеством деталей. Что-то близко к Тamiya. Это на мой взгляд. Пластик гладкий, облоя утяжен я не вижу. Литники объединены по цвету. Модули белый пластик, ферма серебристый. Солнечные панели синий, подставка черная. Для удобства поиска это, конечно, плюс. А так без разницы. Все равно грунтовать и красить. Вот эта модель очень похожа на пилотируемый возвращаемый корабль Sea Avi. Это я проинструктировался в интернете. И на этом мои познания пока закончены. Шланги данные похожи на дистанционно управляемые манипуляторы. Кстати, Revell еще давным-давно выпускал модель космической станции Мир. Было это в далеком уже в 1999 году. Модель, естественно, не такая гигантская, как МКС, но ее бы я тоже себе заимел, если честно. На eBay есть такая, в цену 3000 рублей и доставка 3600. К примеру, МКС там же стоит 6500 и доставка далеко за 5000. Я гораздо дешевле урвал. Два одинаковых литника с солнечными батареями. Вес литника, грубо говоря, неподъемный. Как их крепить и на какой клей, мне пока совсем непонятно. Я обратил внимание, что на панелях отсутствуют следы толкателей. А потом нашел. Вот они где спрятались. Если еще на гладких поверхностях их можно будет убрать без проблем, а вот внутри это жутко тяжело будет. Надеюсь, что видно их не будет. Вернее, сильно видно не будет. И еще два одинаковых литника с батареями. Помимо крепления этих тяжеленных деталей, у меня возник вопрос по окрасу их. Красить их чем? Совершенно пока непонятно.
Ну, видимо, стройка будет нелегкая совсем. И вот возвращаюсь к серебряному пластику. Это единственный литник, который был уже употребленным в работе. И самое плохое, что пластик прямо рассыпается. Рамка от него случайно упала у меня на пол, и он весь рассыпался. Ну, я в первый раз такое вижу. Но есть и хорошая новость. Рамка-то пустая, но детали от нее прекрасно лежат в пакетике. Так, что-то можно будет и собрать. Некоторые детали, судя по всему, отломаны и не в тех местах, которые нужно. В комплекте имеются и металлические трубки. В большом количестве и разной длины. Есть круглого профиля, есть и квадратного. Часть используется для крепления станции на подставке, это точно. Остальные где-то внутри модели, ну для сцепки, видимо. Инструкцию, как я уже говорил, я распечатал на принтере. В данном наборе ее не было. Но нашел, распечатал, и это уже хорошо. Пофиг в принципе. Есть содержимое набора. Это для меня вообще как кусок торта после черствой горбушки. То, что надо. В инструкции много-много шагов сборки. Инструкция понятная. Ну, на первый взгляд, конечно. Будем пробовать. В конце есть вид станции со всех сторон. Здесь молодцы. Это удобно. Ну что ж, надо собраться силами, желанием. Ну, желание уже есть. И, конечно, строить. С вашей драгоценной помощью. Медленно, но верно. Надеюсь, что верно. Приобрести набор на нашем сайте iModelist.ru вы не сможете, а много чего интересного сможете. Так что заходите, гости дорогие. А я пока с вами попрощаюсь. До скорой встречи. Ваш Я Моделист и я, Виталий Новиков.